Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня на обзоре Bertucci, американский микробренд, хотя, наверное, уже, может быть, и даже и не микробренд, который организовал итальянец достаточно давно, уже где-то лет 15, а то и 20. И знаете, я так замечаю, что после моих обзоров, а достаточно много было обзоров на Bertucci на канале, этот бренд стал уже и дико популярен у нас в России. Конечно, есть за что, потому что, как мне кажется, из милитари тематики, а Bertucci это прям исключительно милитари тематика, она, знаете, такая прям трушная, максимально приближенная к тому, что вот нравится именно фанатам милитари. Плюс Bertucci продает часы достаточно активно в различные службы, американские службы спасения, там, военные и так далее, и так далее, и так далее. Разумеется, участвуют во всяких выставках, ну и так далее. В общем, на американском рынке Bertucci это прям один из главных милитари брендов. И если посмотреть форумы, то он опережает все вот эти распиаренные, раскрученные люминоксы и же с ними. Давайте открывать. Сегодня необычные модели. Специально подобрал то, чего еще на канале не было. И прям реально модели, которые отличаются достаточно сильно от классической линейки Bertucci. Значит, здесь референс 16502. Коробочки, естественно, такие максимально серьезные. И оформление приближено к госзакупкам, да? Значит, давайте открываем. Ага, я уже понимаю, что вот эта первая модель, это очень интересный образец от Bertucci, потому что эта модель, кстати, достаточно давно вышла, но я на канале ее еще не показывал, и вот очень хотелось ее показать, очень хотелось с ней познакомиться. Здесь корпус из алюминия. Ну, Bertucci славится своими разработками, они патентуют все там от ремешков до корпуса, вот этих вот литых ушек, которые полностью не отделяются от корпуса для большей такой защиты. И, конечно же, они запатентовали еще и корпус из алюминия. Сейчас я эти часы вот так вот, опа, распаковали, пошли. И давайте мы посмотрим сначала вторую коробочку, потому что здесь я для вас подобрал, наверное, еще более интересную модель, референс 13330. Давайте ее тоже вскроем. Bertucci, да, микробренд, который организовался лет 15 назад примерно. Там, в общем, такой итальянец, ну или американец итальянского происхождения с собачкой, и он эту собачку размещает на всех открытках, например, которые он присылает, и иногда на задних крышках еще. А здесь у нас версия в титане. Так, сейчас мы вот эту затычечку вытащим. И в этой модели есть еще одна очень интересная фишка, помимо того, что там есть еще и титан. Так, завинтить нужно заводную головку, и вот они. Две модели на сегодняшнем обзоре. Ну, давайте начнем, наверное, с алюминиевой версии. Она называется A6A Xperior. Естественно, американский бренд. И здесь зеленый циферблат. Есть несколько вариаций. Но вот зеленый, он такой один из самых ходовых. Плюс нейлоновый ремешок. Не знаю, какой-то оттенок оливковый, наверное, он у них называется. Легкий вес, алюминий, анодированный корпус, запатентованный для большей защиты, да, для большей жесткости. Заводная головка уже классическая для Bertucci отметки 4 часа, чтобы ничего не мешало. Ремешок вот этот вот, он тут даже не натовский, он как бы Zulu. И здесь натовский ремешок-то в принципе не нужен, потому что, как я уже говорил, фишка Bertucci, все корпуса у них идут с литыми шпильками, которые интегрированы в корпус. То есть здесь можно поставить только ремешки типа НАТО или ремешки типа Zulu, ну или вот конкретно вот этот патентованный ремешок особо прочный от Bertucci и особо прочный корпус. Ну то есть для максимальной такой жесткого использования. У нас здесь основные характеристики на задней крышке, и как раз вот этот Эрни, это собачка владельца компании. 100 метров водозащиты, суперлюминово швейцарское люминофор, минеральное стекло, японский кварц, батарейка на 4 года. И цена в официальном магазине $125. Продаются они только вот в США, по крайней мере, если
вы хотите их где-то приобрести, то в принципе можете прибегнуть к любому посреднику, потому что они все, практически все модели от Bertucci стоят дешевле, чем $300, ну поэтому и без проблем можно заказать. Здесь 100 метров водозащиты, как я уже сказал, и такой классический, но в современном дизайне циферблат очень хорошо читается, и крупные метки, крупные стрелки, все по красоте, и такой модерновый, я бы сказал, корпус. Очень симпатично, очень просто, и, ну, те, кто любит Bertucci, они понимают, зачем они покупают эти часы. Те, кто не любит и говорит, слушайте, ну здесь надо накладные метки блестящие, что все было вообще прям по красоте, они, конечно же, пройдут мимо. Потому что милитари часы, они специфичные. И фанаты милитари, они тоже любят часы с определенным дизайном. Им должно быть скромно, просто и при этом максимально надежно. Как раз такие, как и Bertucci. Давайте посмотрим. У нас 40 мм по диаметру циферблата, высота 10,7, по ушкам 22, и от ушка до ушка, здесь ушки достаточно длинные, у нас получается 51 практически. Мое запястье 18,5, ну, собственно, вот такая вот посадочка. Они удобные, но нужно понимать, что они немножко такие вот, да, угловатые, то есть они высокие, не облегают, такие не сглаженные. И не всем, может быть, понравится именно такая посадка. С другой стороны, выглядят они круто. То есть такие высокие ушки, высокий корпус, сразу заметные яркие часы. И они не похожи на классический Field Watch, если вы хотите. Вот Field Watch, такие времен Второй мировой, как вот традиционный циферблат. Нет, здесь более такой современный дизайн. Но посмотрите, как хорошо читается здесь циферблат. Просто шикарно. Вот такие, знаете, часы в походы, часы, может быть, не на каждый день, но часы на убой. Да, корпус алюминиевый, но он прочный, и даже если какие-то здесь будут коцки или следы использования, но это же часы Military Watch, это Field Watch, они предназначены для того, чтобы они получали царапины. Это не то, что вы будете носить в офис, где нужно вот пылинки сдувать с часов. Эти часы должны выдерживать максимальные нагрузки. И судя по тому, какое, в общем, реноме у компании Bertucci, эти часы выдерживают, ну, практически все. Ну, знаете, такой, можно сказать, полевой аналог G-Shock, если позволите. А что касается второй модели, которую хочу сегодня показать, это A11T Americana. Что такое Americana? Это, конечно же, механизм. Здесь кварц, стоит американский AmeriQuartz, который выпускает компания FTS USA из штата Аризона. И это американский кварц, который ставят некоторые американские производители часов. Это для них патриотично, ну а для покупателей это что-то новенькое, потому что, ну, кому-то японский кварц или швейцарский кварц уже немножко поднадоел. Здесь что-то такое уникальное. Опять же, ну, сами понимаете, мы, часовые фанаты, хотим частенько выделиться из толпы. Чтобы выделиться из толпы, мы иногда готовы переплачивать. Да, эти часы не самые дешевые в линейке Bertucci. Но нужно понимать, что здесь титановый корпус, опять же с этой крутейшей фишкой, когда единая здесь шпилька и ушки. Опять же, патентованный корпус, патентованный ремешок, максимально такой жесткий, резкий, с вот этими вот специальными нашивками, чтобы он просто никуда нельзя было бы вытащить. Ну и здесь на задней крышке, опять же, только основные характеристики. Сразу скажу, что вот эти ремни, они плотные, они будут безумно надежные. Знаете, скорее, наверное, вам задолбает их носить. Вы захотите поставить что-то новое, чем этот ремень затрется, потому что он максимально плотный. Его нужно немножечко, так сказать, носить какое-то время, чтобы он прикипел к вашему запястью. Сразу посадка, может быть, будет не самая удобная. Здесь вот у нас референс A11T Americana и цена рекомендованная розничная $275. Это на официальном сайте. В принципе, временами их можно где-нибудь на Амазоне что одну модель, что другую чуть-чуть дешевле прикупить. Но плюс-минус цены вот такие. 200 метров водозащиты, швейцарская суперлюминова здесь стоит, про кварц сказал. Здесь сапфировое стекло уже и здесь титановый легкий корпус. Титан это, конечно, всегда легко. Это, конечно, вот если мы посмотрим с алюминием, другой совершенно оттенок. Немножко быстрее титан набирает определенные царапины, но опять же у нас часы полевые, поэтому им царапины к лицу. Ну, если так можно сказать.
По безелю, да, который тут как единая часть корпуса 40, по вот широкой части корпуса 42 и высота 12, так, стоп, нет, высота-то 10,6, немного. Здесь по ремешку 22, в принципе, любой стандартный ремешок можно будет поставить, но опять же, это должен быть только НАТО или ЗУ. И 51 от ушка до ушка. Мое запястье 18,5. Ну, вот такая посадка. Здесь уже удобнее посадка. Ушки сразу загибаются вниз. Они достаточно длинные, мощные, но хорошо сидят. И плоские такие часы. И, как мне кажется, вот у этой модели 11T посадка будет чуточку ниже и чуточку удобнее, особенно под одежду, когда у вас, например, узкий рукав. Если рукав свободный, то, в принципе, пофигу. Но в этот момент я рекомендую все-таки учитывать. Здесь классический такой циферблат, как Бертуччи говорит, это дизайн в стиле Второй мировой. Ну, в принципе, да. Хотя, с другой стороны, сейчас таких часов достаточно много. В целом, читаемость здесь также на высоте, хотя я думаю, что алюминиевая версия по читаемости, конечно, просто непревзойденная. Здесь для любителей даты есть дата у отметки 4 часа. Конечно же, она контрастная, потому что милитари часы. И здесь должно быть красота принесена в жертву удобству использования и читаемости. Ну и надписи здесь Титан, 200 метров, Бертуччи, все, конечно же, печатное. Ну и корпус такой, как я уже сказал, в этом плане достаточно обтекаемый. Все Бертуччи достаточно грубоватые, потому что это, опять же, часы для максимальной жести и использования в экстремальных условиях. Ну и здесь на циферблате они подсветили вот это самое. Указано, что американский здесь механизм и сапфировое стекло. Ну, раз мы заговорили про сапфировое стекло, давайте, кстати говоря, и проверим. У нас в одном случае минералочка стоит, а в другом сапфир. Опа, минералочка, опа, сапфирчик. Все как и положено. Ну и по весу. Давайте посмотрим по весу, что нам эти модельки предлагают. Алюминий. Ремешки, кстати, одинаковые, поэтому будет очень интересно. Так. Ну, давай-ка. Ребят, ну вот ложись давай. Все. 58 грамм. 58 грамм. И титан. Титан-то тоже легкий, а? Титан тоже легкий. Ну, 72. Вот вам алюминий. Если для вас вес это прям важно, то, конечно, выбирайте Бертуччи либо в титане, либо в алюминии. Потому что, ну, понятно, что базовые Бертуччи, которые стоят где-то 100-110 долларов, они идут стальные. А это уже у нас разнообразие. Уже такие, я бы сказал, продвинутые версии. Кстати, не обращайте внимания, вот здесь вот у Бертуччи самое главное это надежность. Поэтому вот у них всегда между ушками здесь вот, ну, прям такое, да, вот прям видно литье сделано. Главное, чтобы держалось, да, чтобы было мощно. А вот качество здесь полировки между ушками, ну, оно ни в одной модели от Бертуччи, конечно, не выдерживает никакой критики. Потому что часы мужские. Часы не чтобы в ресторан ходить, да, и не чтобы в офис, и не чтобы в бассейн с шампанским, а чтобы на медведя пойти, понимаете, да, или там избу горящую вот это, потушить. Вот это вот туда вот Бертуччи предназначено. Ну вот, в общем, вот так. Тем не менее, давайте глянем все-таки на печать циферблата, и она здесь вполне себе аккуратненькая. Аккуратненькая печать, ну, и корпус такой у нас идет матовый. А здесь даже еще и Бертуччи написано. И титановая версия, да, в принципе, здесь то же самое. В плане качества печати все прилично, все аккуратно. Ну, что я скажу по итогам? Конечно, это специфические модели, специфический бренд. И, как я уже сказал, покупатели знают, зачем они берут эти часы и за что они платят. В своем сегменте Бертуччи это, конечно, непререкаемый авторитет. Поэтому, если вам нравится этот дизайн, если вам нравится бренд, философия, подход, да, вы хотите что-то такое действительно мужское, уважаемое и неубиваемое, то Бертуччи можно присмотреть. У Бертуччи есть разные линейки, но в целом я бы их разделил на 4 главные части. Это часы с пластиковым корпусом, это часы с стальным корпусом, ну, такие базовые модели где-то 100-110 долларов. Это часы с необычным, да, алюминиевым корпусом, очень супер легкие, они стоят тоже где-то там 110-125 долларов, в зависимости от того, где покупать.
И титановые версии, есть еще дайверские версии, да, есть вот офицерская версия, ну, плюс-минус там, если титан и американский кварц, то они стоят где-то 250, 275, 300, опять же, в зависимости от площадки. На официальном сайте 275. Они довольно дорогие. Ну, они у них и стоят выше остальных линеек, потому что вы переплачиваете за американский кварц, за титан и за сапфир. И здесь уже вам, конечно же, решать, стоит ли за это платить или не стоит. Ну, на мой взгляд, базовые стальные версии по 100 баксов, они все-таки, наверное, наиболее оптимальны, если вы хотите взять именно Bertucci. На этом все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.